Добрый день, дорогой друг, и добро пожаловать на канал Dantist Records. Сегодня мы вместе с вами посмотрим, что за герой Ливиан, стоит ли вообще ее прокачивать, какие у нее плюсы и минусы. Сразу, что хотелось бы сказать, друзья, это герой со слияния, то есть, можно сказать, бесплатный герой, которого может слиять каждый, этот герой-защитник. Может ли она конкурировать как-то с другими танками или не может, я вам расскажу. Находимся мы на сервере первопроходца, да, то есть считается он сейчас тестовым сервером. У меня здесь есть Ливиан на 6 звезд. Я ей долгое время играл, такая небольшая предыстория. К сожалению, на моем аккаунте, да, не было там вот Регулуса, Хартса, да, где там Хартс. То есть у меня вообще не было танков на аккаунте. У меня был Барон, у меня была Ливиан и у меня была Мэриэль. Да, и вот у меня был вопрос, кого прокачивать. Барона мы обсудим в ближайших следующих видосах. Хотелось бы обсудить Ливиан. И мне очень жестко не хватало танка в разлом пустоты. Кто не знает, на вот этих первопроходцах есть разлом по типу башни в рейде, где вот разные сложности, нужно проходить уровни. И вот на сложном уровне уже мобы очень жестко пробивали. То есть там действительно было тяжко, и нужны были танки на 6 звезд, танки заряженные. И вот я решил прокачать Ливиан. И я вам сразу скажу, мне она очень сильно понравилась. Да, у нее есть минусы, но есть и огромные плюсы. Давайте разберем сначала ее навыки, друзья. Вкратце, когда мы ее ставим, заряжается ульта, и навсегда с книжками увеличивается снижение физического урона на 30%. И я вам скажу, это самый главный плюс Ливиан. То есть, когда остальные танки получают по башке, Ливиан сокращает весь урон на 30%. По сути дела, на этом моменте можно и закончить обзор данного героя. Остальное что там делает? Бьет, щит отскакивает, периодически станет, периодически себе немножечко хп восстанавливает. По сути дела все. Да, то есть там какой-то АОЕ урон у нее, отскоки щита, станы и... Но вот это самое важное. То есть мы имеем такое вот внутреннее сокращение физического урона. Единственное, да, здесь нужно время, чтобы она настакала себе вот эту ульту, чтобы сокращать урон. Но переходим к пробудам. Что нам дают пробуды? Дополнительные отскоки, защита, это все не важно. Важно 4-я пробуда, да, здесь. Снижение урона еще на 5%, то есть 35% снижения урона. И начальная ярость 700. То есть, когда мы будем ее выставлять, она моментально будет со своей ультой. То есть, с фулл 5 пробудами. А я напоминаю, что это герой со слияния, и сложность ее получения только в сложности получения кьюка. Рекса нам дают в самом начале, и вот сложность именно получить данного героя кьюка, да, с шардов. Но в начале чаще всего он падает, если вы не терешков. Вот, то есть можно взять кьюка, и здесь 2 зеленых героя, то есть слияние есть. Например, по той же аналогии Теовина я делал 3 или 4 слияния, чтобы перевести, чтобы пробудить его на 5. Также можете пробуждать и Ливиан, если, к примеру, у вас нет каких-то крутых легендарных танков. И вот ее вот это сокращение урона физического, это реально круто, потому что для других танков нужно там защиту, да, настакивать, чтобы сокращать урон. А у нее уже это, уже это встроено, да. Плюс она герой 2 фракций, да. Фракции стража, можете посмотреть, да, если у вас есть лидерка. А в начале у нас есть вот этот гном, потом нам дают вот этого гнома. То есть изначально у нас будет лидерка на Ливиан. И видите, что тут дается, то есть характеристики даются. Вот этот наносимый урон множитель исцеления, это не так уж и важно, да, во фракции. Главное, что у нас вот характеристики будут у нее повышены. Также есть странники, да, к примеру, если у вас есть Лунерия, дальность не увеличится, а вот базовые характеристики тоже на 10% увеличатся. То есть 2 фракции, где ее можно использовать. Плюс на фракциях, да, на самых фракционных войнах, ее тоже можно использовать и на фракцию стражи, и она там очень хорошо заходит как танк, и на странниках. На странниках я сейчас не могу точно сказать, но вроде это единственный доступный танк на фракции стражников. А там вот идут всякие паучки. Если у вас нет каких-то мега крутых героев, которые могут убивать паучков до того, как они войдут в ваш портал, вот, то Ливиан там шикарно заходит на фракцию. Где еще ее можно использовать, где я ее использовал, друзья? Это, конечно же, компания. В компании она тоже замечательно танчит. Дальше, в приливе
Ну, в приливе немножко сомнительно. Там хотелось бы все-таки дамагеров, ну, как танк тоже там может выступать. Дальше. Разлом пустоты, да, это самое важное, потому что это такой high-level контент, где действительно уже нужны крутые герои, которые могут вытанковывать. В первом рейде ее можно выставлять под босса, то есть когда бежит босс, можете выставлять, она будет его неплохо вытанковывать. Во втором рейде она действительно является тоже крутым героем, потому что благодаря своему снижению урона она может вытанковывать этих колобков, которые катятся, ну и в целом мобов, да, которые бегут. Главное ее так выставлять, чтобы она успевала свою ульту настакать. Поэтому по стратегии там поставил, убрал, с ней тяжело играть, если, конечно, у вас нету пятой пробуды. С пятой пробуды спокойно можно ставить, убирать, она сразу будет с полностью готовым ультимейтом. В третий рейд, к сожалению, ее использовать нельзя. И в рейд для материалов спокойно используйте, она этого Салазара очень хорошо вытанковывает. Поэтому практически везде, где вам нужны танки, Ливиан можно использовать. Я не говорю прям качать ее первой шестеркой, нет, но когда у вас нехватка уже в танковывании героев, когда ваши хилы не справляются, и у вас нету каких-то легендарных мега крутых героев, и вам нужно кого-то качать, Ливиан шикарный вариант. По снаряжению, что хотелось бы сказать. Идеальный сет вообще на всех танках — это Страж. Получаемый урон еще минус 15%, понимаете, да? То есть она реально впитывает очень-очень хорошо. Дальше. Можно по статам в целом подбирать, да, если сетов нету, можете по статам подбирать какие-то сеты. А здесь хороший сет именно вот этот. ХП плюс защита процент. Также смотрите, главные ее статы — это защита и здоровье. То есть вам важно сокращать урон и увеличивать защиту и здоровье, также, чтобы сокращать урон. Здоровье позволяет вашим хилам больше хилить данного героя, да, потому что хилы, чем больше у танка здоровья, тем они больше ему хп восстанавливают. Защита — это вы получаете меньше урона от противников. Остальные статы не так уж и важны, потому что ярость там не нужна, особенно с пробудами. Эффект исцеления — это только для хилов. Остальное там урон, ну, нам не сильно нужен от танка такого урона. Поэтому собирается легко. Защита здоровья. Здесь по сетам можно либо 2 на защиту, 1 на здоровье, либо 2 на здоровье, 1 на защиту. По артефакту, друзья, у танков не такой большой выбор. Мифический артефакт какой-то ставите. В PvE контенте я чаще всего ставлю стену Аллага, потому что где-то бывает много мобов, да, пробегает. И танки дополнительно это все останавливают. А так, смотрите по статам. Данный артефакт неплохой, да, милость богини, потому что еще дополнительную защиту дает. Вот. Можно увеличить эффект исцеления по себе получаемый, то есть хилы вас будут лучше хилить. То есть здесь в целом все доступно, да, нужно больше мобов остановить. Мобы, ну и в целом смотрите, да, то есть здесь и где-то на урон есть какие-то артефакты, но нам главное взять мифические, потому что в них больше здоровья, да, находится. То есть если сравнить вот мифический Аллаг 2200 и легендарный какая-то шмотка почти на 1300 здоровья больше, а это действительно хорошо. Поэтому вот такая героиня, друзья, советую прокачивать, да, если у вас нехватка в танках. Да, у нее нет уникальных механик, например, как у Барона, которого будем потом разбирать, да, по типу щита, но она просто сокращает урон. То есть танк, который может танчить жестких жирных мобов, да, которые сильно бьют, просто тем, что сокращает урон по себе. Каких-то дополнительных крутых механик, кроме так микростанов, у нее нету, но свою функцию вытанковывания она выполняет. А я напоминаю, если вас интересует информация по данной игре и любите тестовые гайды, вступайте в нашу группу в Телеграме. Там всегда самая свежая информация и плюс карточки и гайды на героев в текстовом варианте, не в тестовом, в текстовом варианте. Вот. С вами был Dantist Records. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, Ливиан вам поможет так же, как и мне, потому что я был удивлен, когда я ее прокачал. Она действительно помогла мне пройти вот этот вот сложный разлом и спокойно там все вытанчить. Наравне с Бароном. Да, даже я вам скажу так, Барон получал больше урона по башке. Ну, у Барона там есть неуяз плюс щиты, понятно, да, может сейвиться. А Ливиан просто стояла, вытанковывала мобов. На Кошмаре ее не тестил, но, может быть, и протещу. Все, всем пока, удачи, не забываем чистить зубы.